Иногда нам очень нужен двухсторонний набор петель, когда мы можем вязать в две стороны. Давайте покажу, как это делается. Делаем первую петелечку. Нам понадобится крючок. Подбирайте крючок в толщину к вашим ниткам, которыми будете набирать. Я беру специально другую нить цветную, хвостик здесь длинный не нужен. И вот у меня первая петелька, и мне надо провязать несколько петелек воздушных. Не затягивайте, пожалуйста, эти петельки, потому что мы их будем распускать. Дальше вы берете те спицы, на которых вы будете вязать, или, ну, имеется в виду, или резиночку, или что вы будете вязать, то есть именно ту толщину, которая вам нужна. Вы прикладываете вдоль спицы так, чтобы вам удобно было держать вот эти три петелечки, придерживайте их, потому что надо немножечко натянуть их вот так. Нить за спицу, и вот таким захватом вы формируете первые петельки. Немножко неудобно, потому что нить потом оказывается спереди, ее каждый раз придется, ну, как бы делать назад, закидывать назад. И опять-таки тоже надо стараться не затянуть эти петли, потому что потом будет очень тяжело распускать их. Набирайте нужное количество петелек, но я сейчас для образца наберу не очень большое количество. Желательно, конечно, вот эту нить, которую вы берете как дополнительную, брать приблизительно той толщины, которой вы будете вязать и остальное изделие, но при этом это желательно, чтобы это был или хлопок, или лен, или вискоза, которая, ну, по крайней мере, нить, которая очень легко распускается, которая, вот в данном случае у меня сейчас это шерстяная ниточка, она такая немножечко цепляется, но для наглядности мне нужна была какая-то цветная нить, чтобы вам было удобно, вам видно. Еще провязываете одну или две петельки воздушную после того, как вы набор сделали. И вот прямо так и бросаете. То есть не надо ничего завязывать в узелок, затуживать. Дальше берете ту ниточку, которой вы будете вязать основное изделие. И на вот этих спицах, ну или ту резиночку, опять-таки, если резиночка, мы знаем, что мы резиночкой всегда вяжем там, ну, на один размер спиц меньше берем. И провязываем сейчас один ряд лицевыми. Также я бы хотела сказать, что тоже вот тут не надо сильно ну, затягивать, потому что дальше потом эти петелечки мы будем, когда распустим эту цветную нить, будем набирать на другую спицу, поэтому, ну, они должны быть так оптимально связаны. Я еще для удобства провяжу один изнаночный ряд и ну, один лицевой, для того, чтобы уже было немножко видно. И хотела вам заметить один момент, что когда при этом наборе, когда вы набираете какое-то нужное вам количество петель, ну, к примеру, вам надо там 20 петель набрать, то та вторая сторона, которую вы будете набирать, вот, ну, когда мы распустим вот эту цветную ниточку, у нас всегда будет на одну петлю меньше. Поэтому если вы где-то делаете, вы, ну, планируете потом как-то дальше идти двухсторонним вязанием, то учитывайте этот момент, что у вас всегда будет расхождение на одну петлю, потому что мы их набираем, ну, как бы с промежутки, можно так сказать, в обратном направлении. Давайте сейчас еще довяжу вот этот ряд и покажу, как распустить и аккуратно набрать петелечки. Вот у меня на образце там, ну, 3 ряда провязано. И вот теперь смотрите, мы вот эту цветную ниточку просто берем, тянем за ниточку, мы никак не завязывали ее, поэтому она абсолютно спокойно начинает распускаться. Вот, то есть, естественно, если ниточка пушистая, она будет путаться, поэтому, ну, то, что я вам говорила, моя рекомендация, это чтобы ниточка была более скользкая, по крайней мере, ну, не берите махер там или какую-то очень пушистую нитку. Я сразу набираю на спицу, чтобы, ну, случайно не получилось стрелок, там, как бы не потерять эту петельку. Вот. Но если вы видите, что у вас плотность вязания плотная, вы так привыкли вязать, у вас петли хорошо держат форму, не распускается, нитка такая, ну, как бы, которая тоже держит форму, вы можете распустить, в принципе, больше и набирать потом на спицу. Ну, мне удобнее вот так вот набирать, и эту ниточку я просто распускаю полностью и вытягиваю. И вот смотрите, у вас теперь на двух спицах
в две стороны вы теперь можете вязать, что в эту вниз сторону, да, там, ну, вправо или влево. Это может быть или край шапочки, или, ну, начало носочка какого-то. Пользуйтесь.